Всем здорово, народ, мы с вами давненько не бегали БГшки, ну разве что только на стримах, кстати, переходите на Twitch, на телегу, там все анонсы о стримах присутствуют. И давненько мы с вами не бегали БГшки за Unholy ДК, что является сильнейшей вариацией для данного режима противостояния. Поэтому сегодня на X5 проверим, насколько же ДК в лоу-гире играется на БГшках, с кайфом или не с кайфом. Вот такой-то у меня персонаж, вообще ничего особенного, ниже среднего гораздо. Быстренько показываю вам билдачок, быстренько показываю символы, подробнее у меня все в гайде расписано. Ну а мы начинаем, погнали, народ, смотрим видос. Итак, понеслась. Первая котеечка, битва за Гилнес. Подбегаем, естественно, к водокачке. И заранее призываю войско мертвых. Не люблю, знаете, это делать на том берегу, лучше заранее. И наша самая главная цель, как ДКшника, как анхолика в частности, не отвлекаться на единичный таргет, а сразу бежать в массовый замес. И здесь уже наводить суету. Посмотри, как красиво получилось. Я грипнул вражеского ДЦшника, мой тиммейт на ДК грипнул вражеского рестор друида. И мы просто под немоту забиваем без шансов двух вражеских лекарей. Но это, конечно, синхронное плавание какое-то уже, а не БГшка пошла. Anyway, слишком близко и нагло подошли вражеские лекари к нашей команде, и мы здесь без какой-либо конкуренции просто всю вражескую пачку перебиваем. Но в чем суть? Здесь была не вся вражеская команда, они слишком сильно разделились, и на практически фуловую нашу тимку, то есть нас только одного лекаря здесь не хватало, который почему-то чекал рудник, приходилось всего лишь 2/3 где-то вражеской тимы, то есть мы были в численном перевесе, и сейчас в идеале вернуться обратно, чем, соответственно, наша тимка и занималась. Я немного проскипал время, потому что были такие, знаешь, достаточно неинтересные файты, противники бегали по двое, по трое, и сейчас что происходит, ввожу вас в курс дела. Мы удерживаем водокачку, и мы удерживаем рудник. Данные две точки, между ними просто передвигаемся, их дефаем и не даем противнику их захватить. Прямо сейчас мы можем наблюдать паладина первой категории в моем таргете. Овес, никнейм, легенда. Наверное, не знаю, первый раз его вижу, кстати. Ну и вот, максимально эффективная, максимально простая и действенная стратегия. Не нужно рыпаться на третью точку, не нужно никуда бежать. Просто 2 из 3 удерживаешь, этого уже достаточно для победы. И если вот именно на победку играть, а не ради, знаешь, там флекса, кайфа или ради настроения попиздиться, то да, 2 точек, очевидно, более чем достаточно. Я сейчас понимаю, что у меня зеленки нету, она была долго на кулдауне, а против меня целая армада, целый батальон кастеров каких-то выходит, поэтому я ждал зеленку за тележечкой, подспрятался немного. Вот так вот. Это я не испугался, это был тактический мув, чтобы меня просто не убили в поле. И когда зеленка откатывается, я нажимаю и, соответственно, из этой тележки выхожу. Вижу, что можно по рестору друиду будет хорошую немоту, и под мою тимку его заберстить. Также с танпетом. И хватает дэмэджа, отлично. Все, без вражеского лекаря, по крайней мере, без одного из 2 противничкам уже здесь делать нечего. И мы, опять же, эффективно удерживаем и защищаем одну из 2 точек. Противники начинают сыпаться один с другим, достаточно красивое мероприятие, которое можно наблюдать. И вот то, чего я боялся, когда отыгрывал возле тележечки, открытое поле против тебя, не знаю, легион кастеров, сейчас их всего 3, но тогда-то было в 2 раза больше минимум. И еще и фростмаги, которые постоянно замедляют. В общем, было бы не пройти. Но у меня, благо, есть команда, и скоро откатывается зеленка, поэтому нормально. Бежим под зеленку снова в атаку, команда есть. И вот таким вот красивейшим образом развязывается данное противостояние. Первый маг отправляется в таверну, второй маг отправляется в таверну, и мы с кайфом побеждаем. Let's go, Gucci Man. Вот так вот. Развязочка боя была симпатичная. Ну, прикольная, в общем, БГшка получилась. Да, особо конкуренции от противничков не было, то есть они не могли, знаешь, там постоянно как-то мешать нам чекать точки тудым-сюдым, но, по крайней мере, зрелищные баталии были. Следующий тимфайт. Проскипал, опять же, время застоя, когда разрезывалась вражеская тимка. Ну и здесь я вижу преста, я бью преста. Мое дело просто бить, мое дело на преста засесть, в общем. Неплохой волшебный поток я выдал, чтобы, опять же, сбить шип вражескому магу. Ну и, понятное дело, да, в преста выдать немоту. Конечно, в идеале хотелось бы начинать именно с удушения, чтобы оно на диминишинге не теряло своей эффективности, и только потом уже добивать волшебным потоком. Но, опять же, ради того, чтобы сбить овечку вражескому магу, я сделал именно волшебный поток, то есть массовую ауешную немоту выдал. Призывается Гарга, на самом-то деле, почаще бы ее призывать. Ну, просто видишь, на БГшках, вот конкретно на этой БГ, не было особо даже времени Гаргу призывать. То есть первый файт мы победили без Гарги, потом я подошел, призвал Гаргу, чтобы убить одного вражеского преста, и вот сейчас то же самое, по сути, случилось. Также одна Гарга на одного преста. Победный 360 прокрут. Даже чуть больше время чекнуть статистику. Ваи, топ-4 дэмэдж солидный занимаем нашей тимы. Но, опять же, учитывая текущий гир, учитывая гир противников, учитывая высокий гир тиммейтов, я думаю, что уверенные топ-4 это прямо хорошо. Я бы даже сказал, это очень хорошо, это выше среднего.
Anyway, выше головы не прыгнешь. Понятное дело, что если бы у меня был 288 там и плюс шмот, если бы у меня были черные бриллианты, бесконечное количество, то дэмэджа было бы солидно больше. Но в любом случае, смотри, все равно, даже учитывая, что гир не максимальный далеко, что гир средненький, даже ниже среднего для X5, все равно противники чувствуют прессинг, и ДК в любом случае своими дотками на БГ-то уж тем более возьмет свое. То есть вот сейчас происходит, по сути, идеальный для меня сценарий. Массовый, максимально такой массовый файт, мы уже обнаглели, пришли к ним просто на респ. Можно подойти к друиду условно, да, вот накинуть на него дотки. В идеале нажать бы еще мор, чтобы раскинуть все эти дотки на противников. Но видишь, меня откинул вражеский шаман, не успел я этого сделать. Слишком поздно, слишком поздно. Ну и, в общем, да, в вашем таком массовом файте ваша задача — это просто раскидывать дотки максимально много, и от этого уже будет миллионный импакт. Все, БГшка заканчивается, топ-4 дэмэдж остается. Солидненько, солидненько. Let's go next. Народ, самые сочные арены я заливаю к себе на бусте, где их же и разбираю. В любом случае, там у меня присутствует дополнительный контент, гайды на различные классы и спеки, есть полноценный разбор моего интерфейса и аддонов под PvP. Поэтому, если планируете поддержать канал копеечкой и получить доступ к дополнительному контенту, то переходите на бусти, но мы продолжаем смотреть видос. Еще одна БГшка, народ, Долина Узников. На самом-то деле здесь аналогичная ситуация. Чуть заранее призываем войска мертвых и потом уже бежим вперед с этими вурдалеками. Это была первая БГшка, которую я играл, поэтому у меня почему-то с панели пропал стан пэтом. Макросы мои не работали, потому что я забыл в фокус выбрать какой-либо таргет. Ну, в общем, такая раскликочная. Anyway, она будет супер динамичной, смотри. БЛ на БЛ, я гриппу к себе вражеского ДЦ приста, ломаю ему позиционку. Если бы моя команда сейчас меня подсобила, она бы его так просто не отпустила, а мой Мункин вообще еще выкинул его туда подальше. Было бы гораздо лучше, но имеем, что имеем. Ладно, допустим. Вражеский ДК загулял, ловит немоту, очевидно, здесь его заберстят. И еще один мой тиммейт ДК видит приста, тоже его гриппает, дает удушение, я еще даю удушение. Его гриппают еще раз сюда подальше, я понимаю. Мне лично бежать за ним уже смысла нет, его и так убьют. Поэтому я остаюсь здесь, на фронте, ставлю себе бабл и буду таунтить вражеских игроков, скажем так, чтобы они в меня скидывали свои кнопки. Они это отлично. Мою наживку ловят, пытаются меня пробить, я съедаю пэта, пытаюсь жить. Усиление рунического оружия. Удары смерти, проспамочка. Стой кульдаба, переключить на макрос не работает. Anyway, меня замечают мои хилы и поднимают мне хп уже, знаешь, так на грани моей смерти. Ну, динамично получилось, очень хорошая такая схватка, хорошее противостояние. Опять же, могло быть еще проще, если бы Мункин, допустим, не выкинул вражеского ДЦшника обратно. Но в любом случае получилось неплохо, и сейчас мы будем принимать вторую волну вражеских игроков. Я настроил себе обратно макросы, теперь они будут работать, соответственно, вернул себе стан на панельку. Ну, я говорю, такая раскликочная первая БГшка, нормально. Гриппу к себе приста, нажимаю зеленку, и по окончанию действия зеленки, видишь, убегаю обратно, потому что все-таки гир у меня маленький, и надо так вот очень аккуратненько, надо со страхом. Логичным таким, со страхом адекватным отыгрывать катки. Потому что вот если меня вдруг хилы не заметят, если вдруг на меня фокус направят вражеские игроки, то мне будет очень больно, я могу очень быстро откиснуть без своих сейвов. Поэтому, видишь, я нажимаю даже стойку ульда сейчас чуть-чуть заранее. Но благо там был какой-то другой мой тиммейт, на которого все внимание вражин было направлено. После зеленки гриппу к себе ближе ДК, чтобы его убить. Ну вот смотри, даже без особого фокуса по мне, у меня уже было пол хп в моменте. А прикинь, если бы меня нажали там на 2 спала больше. Было бы максимально неприятно. Сейчас же я понимаю, что зеленка есть, видишь, ловлю вражескую тефтелю от ЛМ шамана этой зеленкой. Тудым-сюдым, магия по мне не бьет, и я спокойно, опять же, переживаю их заезд. Не было бы зеленки, я бы, скорее всего, уже откис. Вот и думай. Соответственно, зеленка заканчивается, убегаю. Пэта съесть не могу, потому что пэта нету. Вот, видишь, да, видишь, насколько больно? Про это я и говорил. Поэтому очень деликатно, с адекватным, да, таким страхом отыгрываем, потому что не стоит упарываться. Опять же, от зеленки можно спокойно отыгрывать. Зеленка заканчивается, вы уходите. Потому что лучше отойти немножечко времени сзади постоять, чем умирать и потом с кладбона бежать обратно на, соответственно, фронт-линию. Логично? Логично. Больше файтов особо не было, перемотаю наконец, сейчас посмотрим просто на финальный уже результат. Ну, противнички сдались, и по итогу получилось, опять же, неплохо занять позицию по дэмэджу, учитывая гир очень хорошо, выше среднего находимся, нормально. ДК супер играбельный, даже в лоу-гире, это факт. Вот такой вот видос, народ, вспомнили БГшки, поиграли за Unholy ДК, всем желаю удачи, всем прогрессии в PvP, всем на сегодня, пока.